В деревне Карину считали первой красавицей. Она родилась и выросла в этих краях, рано осталась без родителей, и ее воспитывала бабушка. «Ягодка ты моя, Ласково приговаривала бабушка, глядя на внучку. и достанется же кому-то такое чудо». Карина с детства была натурой творческой и неординарной. Природа наделила ее не только красотой, но и скромностью, и тонкой душевной организацией. Она прекрасно рисовала, хотя никто ее этому никогда не учил. Краски и альбом были ее любимыми подарками на день рождения. Жили они с бабушкой небогато, одевались скромно. Бабушка шила ситцевые платья разных цветов, а Карина делала к ним из ткани пояски, которые облагораживали простенькие девичьи платья. За это над девушкой посмеивались сверстницы, а еще они очень завидовали ее красоте. Даже то, что она была не конфликтной и ни с кем никогда не ссорилась, не смягчало души ее завистниц. Подруг у Карины не было, девушка не могла дождаться, когда закончит школу и уедет из этого села. Зато на хорошенькую молодую девушку всегда засматривались все деревенские парни. Особенно пришлась Карина по душе Андрею. Пронырливый Петр, товарищ Андрея, тоже заглядывался на Карину. Первая красавица на деревне, Карина. «Чем тебя приворожила эта красавица?» — спрашивал Андрея Петр. «Посмотри на нее, 2 платья — это все, что у нее есть, корчит из себя красавицу», — злобно говорил Петр. «Оглянись вокруг, сколько девушек по тебе сохнет, и моей сестре ты очень нравишься, а ты». И Петр махнул рукой. Андрей товарища не слушал, приглашал Карину в кино и погулять вдоль реки тихими летними вечерами. Каждый раз, когда он предлагал куда-то пойти, то видел ее счастливые глаза и радость вперемешку с тихой скромностью. Тогда Карина выглядела птенцом, который выпал из гнезда и растерянно, встревоженно смотрел на мир. Андрей посвящал ей стихи, а лирические строки сами, без приглашения, приходили в сердце влюбленного молодого человека. Девушка отвечала ему взаимностью. Однажды вечером Карина возвращалась домой из города, куда бабушка послала ее за покупками. На последний автобус она опоздала, и пришлось добираться на попутках. Было темно, моросил мелкий дождь, фонари светили через один и тускло. Вдруг на дороге возникла мужская фигура, это был Петр. Он долго в темноте поджидал Карину. «Андрея моя сестра любит, и я хочу, чтобы они были вместе, не отделаешься от него, пеняй на себя», — перегородил ей дорогу Петр. «А что ты сможешь?» — спросила Карина. «Да уж поверь, ничего хорошего», — отвечал парень. «За что ты меня так ненавидишь?» Карина посмотрела Петру в глаза. «Дурочка, наоборот, я хочу, чтобы ты была со мной. Если не будешь со мной, то не будешь ни с кем». «А если я расскажу Андрею, он же твой друг?» — спросила девушка. «Только попробуй, завтра вся деревня будет знать, что ты шлялась ночью и приключений искала, и Андрей тоже», — Петр сказал, и в том было столько сарказма, насколько он был способен. Она никому не стала рассказывать о вечерней встрече и этом неприятном разговоре, только бабушке. Андрей тем временем почему-то стал обходить девушку стороной, поверил сплетням Пете. О позорном поступке друга он ничего не знал, что его лучший друг негодяй, а Петя смеялся Карине в глаза и предостерегал: «Попробуй только, расскажи кому-то». Любовь к Андрею превратилась в страх перед Петой. «Тебе надо уехать из деревни, девочка, и забыть этого парня. — сказала бабушка. Раз он поверил таким разговорам о тебе, поверил гнусной клевете, он не стоит твоих слез». Карина послушала бабушку и решила уехать в город. Она давно хотела учиться на художника. Ее талант дремал с тех пор, как она подгоняла различные пояса к своим неуклюжим платьям. Бабушка Карины настояла на том, чтобы та уехала учиться в город на художника. Через несколько лет Карина закончила учебу и стала работать в городском драматическом театре художником-декоратором. Андрей женился на сестре Петра, но совместная жизнь оказалась несчастливой и безликой, без детей, без радости, с вечным укором жены.
Однажды Карине из родного дома пришла весть: тяжело заболела бабушка, единственный родной человек на этом свете. Нужно было срочно возвращаться на время в родные края. Карина ловко соскочила с подножки автобуса на знакомой остановке, девушка вздрогнула, на остановке стоял Петр. Он тоже узнал ее, их взгляды сказали друг другу больше, чем можно было сказать словами. Это же надо первого, кого встретила, приехав в родное село, был человек, которого она терпеть не могла. Карина опять стала жить в деревне, ухаживать за бабушкой, вести хозяйство, содержать дом. Чтобы не терять навык и для красоты души, она стала рисовать сельские пейзажи. Какое же красивое все-таки у нас село и его окрестности. Раньше Карина как-то этого не особо замечала. Рисовала она много и самозабвенно, каждый день меняла пейзажи, то речку нарисует, то лес. Старалась выбрать самые красивые места. Как-то раз набрела она на чудесное место в лесу, поляна, как озеро, вся заросла голубыми незабудками, лепестки цветов сливались в один невероятный бирюзовый цвет и становились похожи на водную гладь. Карина поставила мольберт, разложила кисти и краски и стала рисовать. Вдруг из леса на поляну вышел олень, он слушал и втягивал ноздрями воздух. Карина замерла и почти не дышала, а она боялась шелохнуться. Дикий олень вышел на полянку, где Карина собиралась рисовать. Сколько благородства, великолепия и изящества в этом прекрасном создании. Подумала Карина. Он создан для того, чтобы с него писали картины. Его шерсть с рыжевато-бурым оттенком, светлыми пятнами играла на солнце, ветвистые рога венчали его прекрасную голову. Карина стала быстро рисовать. Только бы не спугнуть его, только бы не ушел, думала девушка. Она стала каждый день приходить на поляну, и олень тоже появлялся на ней в одно и то же время. Он стоял на одном месте гордо и величаво, как будто позировал. Более грациозного существа Карина еще никогда в своей жизни не видела. Так продолжалось несколько дней. Между ними была какая-то тонкая связь, какая-то невидимая нить соединяла их души в этот момент. Казалось, что олень совсем не боится ее. А тем временем Петр стал следить, куда эта девушка ходит каждый день в одно и то же время. Уж очень давно ему хотелось взять реванш за предыдущий отказ. Карина, рисуя, не заметила, что пара недобрых глаз уже давно пристально наблюдают за ней, улавливая каждое движение рук и повороты головы. Девушка сплела себе венок из незабудок, одела на голову и наслаждалась процессом. Олень устремил к летнему небу свои прекрасные глаза, вслушиваясь в звуки дня, и задумчиво глядел вдаль. Как вдруг сначала кто-то попытался сбить ее с ног. Венок слетел с головы на землю, а затем крепкие мужские руки стали сдирать с нее одежду. С перепуга она не смогла крикнуть ни слова, сердце ее громко застучало, упало и покатилось неизвестно куда. «Петр, ты чего?» Девушка на мгновение увидела своего насильника. «Молчи!» Парень попытался зажать ей рот ладонью. Но в это время, с другой стороны поляны, на них мчался ее олень. Он летел через все поле, отпустив голову и выставив вперед свои раскидистые рога, как будто приготовился к бою. Петр на миг замешкался, и девушке удалось освободиться из его крепких рук. «Ведьма ты! Точно ведьма!» Уже оленя приворожила. Петр плюнул, громко выругался и пошел в сторону деревни. «Как был подлецом, так подлецом и остался», — сказала Карина ему вслед. Она осторожно оглянулась назад и увидела, что олень спокойно стоит рядом с ней с чувством выполненного долга и доедает ее венок из незабудок. Девушка осторожно протянула к нему ладонь и нежно дотронулась до его замшевой шерсти. «Спасибо», — прошептала девушка. «Я буду помнить тебя всю жизнь». Это была их последняя встреча. Когда бабушка поправилась, Карина забрала ее жить к себе в город, подальше от этого места и всех этих печальных воспоминаний. Но с тех пор по ночам Карине стал часто снится один и тот же сон. Лес, поляна. А по ней олень бродит замшевый в темно-синем дыму
и на голове у него венок из голубых незабудок. Так она его и нарисовала. Если понравилась история, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди еще много всего интересного. Всего доброго!